что, если внедорожнику вообще не нужно выбирать между городом и бездорожьем? Потому что днем он может быть обычным электрокаром, тихим, комфортным и удобным для города. А потом выезжает туда, где заканчивается асфальт, сам подбирает режим движения, меняет настройки подвески и продолжает ехать дальше. И это уже не фантастика. Такие автомобили китайцы делают прямо сейчас. Сегодня как раз посмотрим на один из таких автомобилей – GAC Tramchi US7. Его впервые показали публике еще весной на пекинском автосалоне, но только недавно компания раскрыла интерьер и технические характеристики. Причем внешность у машины получилась именно такой, какой сейчас принято делать китайские внедорожники. Массивный силуэт, широкие арки, вертикальная оптика и, конечно же, запасное колесо на пятой двери. С первого взгляда понятно, перед нами автомобиль, который хочет выглядеть серьезно. Но внешний вид – это одно. Гораздо интереснее, что у него под этим всем. Мощная гибридная установка, пневмоподвеска, 5 мест, интеллектуальный полный привод, блокировки дифференциалов. Поэтому давайте разберемся, что GAC действительно придумал для US7. Насколько он действительно универсален, что умеет его полный привод, и главное, не получилось ли так, что китайцы попытались сделать один автомобиль сразу для всех случаев жизни. Если посмотреть на последние китайские автомобили, становится понятно, здесь уже давно продают не просто машину, продают еще и образ. И этот GAC как раз из таких. Спереди обращаешь внимание на оформление. Здесь нет привычной решетки радиатора. Вместо нее глухая панель, что вполне в духе современных электромобилей. По центру минималистичный логотип, а по бокам вертикальные блоки фар с пятиэлементной оптикой. Массивный передний бампер, расширенные колесные арки. Все сделано так, чтобы машина выглядела не просто большой, а немного суровой. Переходим к боковине, и здесь все довольно прямолинейно. Квадратные наружные зеркала, расширенные арки, рейлинги на крыше и штатные подножки. По колесам вариантов несколько, будут 18- и 20-дюймовые диски. А для тех, кто действительно собирается съезжать с асфальта, предусмотрены 18-дюймовые колеса с внедорожными шинами. Сзади распашная дверь с боковым открыванием, решение вполне в духе настоящих внедорожников. На самой двери расположен внешний бокс. Туда можно убрать запасное колесо или использовать пространство под дополнительный багаж. А вот задние фонари получились довольно необычными. По форме напоминают песочные часы. Ну и бампер здесь под стать переднему, массивный, с выраженным внедорожным характером. По цветам выбор пока довольно скромный. Серебристый, песочный, белый и черный. И, конечно, куда же современный китайский автомобиль без электроники. В оснащение входит комплекс водительских ассистентов, причем здесь используется сенсор LiDAR. На первый взгляд новинку очень легко перепутать с последним Land Cruiser 250. И дело не только во внешности, по габаритам они тоже практически близнецы. Длина 5045 мм, это с учетом запасного колеса. Ширина 2004, высота 1933, колесная база ровно 2900 мм. В обычном положении дорожный просвет здесь 210 мм. Казалось бы, нормальная цифра. Но у US7 есть двухкамерная пневмоподвеска, и она может поднять кузов уже до 310 мм. Здесь стоят адаптивные амортизаторы SDC с непрерывным регулированием. Но если хочется понять, насколько машина действительно подготовлена к бездорожью, смотреть стоит не только на клиренс. Здесь все интереснее. Автомобиль получил механические блокировки переднего и заднего, а также центрального дифференциала. За выбор оптимальных настроек отвечает интеллектуальная система управления режимами движения. Она предлагает 9 предустановленных программ для разных типов покрытия и условий. Есть еще один момент, на который стоит обратить внимание. Как и у Pajero 3 и 4 поколения, здесь GAC тоже обходится без отдельной рамы. Но это не значит, что перед нами обычный несущий кузов без каких-либо усилений. Здесь используется конструкция, где силовой каркас фактически интегрирован в сам кузов. То есть основные элементы, которые отвечают за жесткость, спрятаны внутри конструкции. И сделано это из сверхвысокопрочной стали. На цифрах из слов производителя выглядит это так.
Жесткость накручения заявлена до 38 тысяч ньютон-метра на градус, а крыша выдерживает нагрузку 10 тонн. При этом идея не в том, чтобы просто сделать автомобиль максимально жестким. Нужно было сохранить и комфорт обычного кроссовера, и обеспечить нормальную защиту батареи, и оставить возможность буксировать тяжелый прицеп до 1600 килограммов. И есть еще один показательный момент – масса автомобиля. В версии с самой крупной батареей снаряженная масса составляет 2510 килограммов, что для автомобиля такого класса действительно немного. Во многом это как раз и является преимуществом интегрированной силовой конструкции. Она позволяет получить необходимую прочность без лишнего веса. Для сравнения, Mitsubishi Pajero весит около 2160 килограммов, а многие современные крупные внедорожники уже легко перешагивают отметку в 3 тонны. GAC US7 – это подзаряжаемый гибрид, и модель будет доступна с полным приводом. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 лошадиных сил. Но на одном бензине эта история, конечно, не заканчивается. Электрическую часть компания пока подробно не раскрывает. Зато китайские СМИ уже пишут, что в полноприводной версии 2 электромотора суммарно могут выдавать 544 лошадиные силы. Теперь к батареям. Здесь, судя по предварительной информации, будет 3 варианта – 28 или 38 и 9 или 46 киловатт-часа. И, соответственно, запас хода только на электричестве по циклу WLTP – 116, 180 или 188 километров. Если снаружи автомобиль выглядит так, будто его проектировали с одной мыслью «давайте сделаем посуровее», то внутри начинается небольшой конфликт стилей. С одной стороны, грубоватая геометрия, крупные элементы и отдельные детали в ретро-стиле. А с другой – вполне современная электроника. И вот это сочетание, кстати, выглядит довольно интересно. В центре здесь стоит 15,6-дюймовый экран с разрешением 2,5К. Работает он на флагманском процессоре Qualcomm 8838. Но самое приятное – компания не пошла по пути все спрятать в тачскрин. Под экраном оставили физические кнопки. И основных органов управления здесь вообще достаточно, чтобы не приходилось каждый раз искать нужную функцию по меню. А на потолке – тумблеры в авиационном стиле. Перед водителем тоже не стали ставить очередной стандартный цифровой экран. Здесь 3 отдельных круглых прибора, стилизованных под классические аналоговые шкалы. На них выводятся навигационные данные, компас и показания акселерометра. А если вам это не подходит, их можно заменить на другие показатели. И если вам кажется, что экранов уже достаточно, то нет. Прямо над торпедо расположен еще один панорамный дисплей длиной немного больше метра. Тоннель здесь двухэтажный. Сверху разместили основные клавиши и шайбу управления, а еще есть специальное углубление, которое одновременно работает как беспроводная зарядка для смартфона. Причем пространство постарались использовать буквально по сантиметрам. Даже в центральном подлокотнике между передними креслами спрятали холодильник. Сзади пассажиры могут не только регулировать наклон спинок, но и двигать кресло вперед-назад электроприводом. Диапазон продольной регулировки 17 см. Если сложить задний ряд, получается ровная площадка длиной около 1,9 метра. При желании можно даже устроить небольшое спальное место. Ну а объем багажного пространства в таком положении достигает 1860 литров. По оснащению здесь тоже без особых компромиссов. Панорамная крыша, подогрев, вентиляция и массаж кресел. А за музыку отвечает система на 20 динамиков общей мощностью 1400 Вт. Все подробности о GAC US7 обещают раскрыть уже в следующем месяце. А теперь самое интересное – цена. По информации китайских профильных порталов, на домашнем рынке старт может быть примерно от 35 тысяч долларов. Если компания действительно удержит цену в этих пределах, US7 может оказаться довольно серьезным игроком в своем классе.
И, кстати, вполне вероятно, что со временем автомобиль доберется и до других рынков. Благодарим, что досмотрели видео до конца. Ваше внимание – наша лучшая мотивация создавать еще больше интересных роликов про новые автомобили. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. Желаем вам парковаться с первого раза, обходить пробки, чтобы бензин был всегда подешевле, а дороги ровными, как на гоночном треке. Пусть каждая поездка дарит классные моменты и драйв на максимум. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых видео на канале.